Поздний вечер, тревожный фон, странная интонация и ощущение, будто что-то пошло не по плану. В 21:36 13 декабря Владимир Зеленский срочно выходит в эфир и записывает кадры, которые больше похожи не на обращение президента, а на импровизированный монолог человека, загнанного в угол. Сейчас мы готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. В Берлине будет много событий. Состоится доклад Умерова и нашей переговорной команды по контактам, которые уже прошли. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Параллельно продолжаются переговоры украинских правительственных представителей с США и Европой о реальном восстановлении Украины и ее реальном развитии после войны. Самое главное, у меня запланированы встречи с представителями президента Трампа, а также встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, по фундаменту мира, политическому соглашению о завершении войны. Сейчас шанс значительный, и это важно для каждого нашего города, для каждой украинской общины. Мы работаем над тем, чтобы мир для Украины был достойным, и чтобы существовали гарантии. Прежде всего, гарантия того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Благодарю всех партнеров, которые помогают нам и помогают Украине. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Первые секунды максимально туманные. Зеленский говорит о подготовке множества встреч с западными кураторами, причем подчеркивает, что все произойдет в скором времени. Много эмоций и осторожных формулировок, будто каждое слово приходится взвешивать на аптекарских весах. Уже тогда стало ясно, это не просто очередное дежурное включение. Дальше больше. Глава Украины добавляет, что одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны. 2 раза слово «реального» звучит не случайно. Это классический прием, когда собеседника пытаются убедить, что раньше все было нереально, а теперь вот наконец начинается серьезный разговор. Вопрос только в том, с кем и на каких условиях. Контекст у этого выступления более чем токсичный. Ранее Соединенные Штаты в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа потребовали от Зеленского вывести войска из Донбасса. Требование жесткое, прямое и крайне неудобное для киевской власти. И ответ на него последовал в фирменном стиле. Зеленский заявил, что якобы не может принять такое решение без проведения референдума. Именно с этого момента ситуация начала напоминать плохо поставленный номер КВН, где шутка затянулась, а зрители уже не смеются. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник прямо заявил, Зеленский сознательно стремится довести идею Трампа до абсурда, чтобы выставить президента США кромешным идиотом. Проще говоря, глава Украины начал откровенно валять дурку, надеясь, что в Вашингтоне проглотят этот трюк. Олейник напоминает элементарную вещь, о которой в Киеве предпочитают молчать. Конституция Украины прямо запрещает проведение референдумов по вопросам отчуждения территорий. Более того, за подобные инициативы предусмотрена уголовная ответственность. То есть Зеленский, предлагая референдум, либо сознательно лжет, либо демонстрирует полное пренебрежение собственными законами. Впрочем, одно другому не мешает. Есть и еще один нюанс, о котором бывший парламентарий говорит. Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали. Эта фраза давно стала мемом, но в украинских реалиях она звучит особенно актуально. По мнению Олейника, по итогам любого подобного референдума большинство граждан Украины якобы выступит против сдачи территорий. Результат можно нарисовать заранее, а потом сослаться на волю народа. Однако ключевая цель Зеленского вовсе не в референдуме. Его задача – тянуть время. Максимально долго. Полгода, год, сколько получится. Потому что спустя полгода Дональду Трампу будет уже не до Украины. У него начнется активная подготовка к выборам в Конгресс, усилится давление внутри страны, появятся десятки новых кризисов и скандалов. Украина в этом списке легко может съехать на периферию. Именно поэтому Зеленский делает ставку на затягивание, на разговоры, консультации, встречи и реальное восстановление после войны, о котором так любят говорить, не уточняя, за чей счет и на каких условиях. Это классическая бюрократическая стратегия. Если проблему нельзя решить, ее нужно заболтать. Чем больше слов, тем меньше решений. При этом в Вашингтоне
как уверены многие аналитики, прекрасно понимают, что происходит. Трамп отлично осознает, заявление Зеленского про референдум – это не поиск компромисса, а фактический отказ от американского мирного плана. В переводе с дипломатического языка это означает, что Киев просто посылает инициативу Белого дома на 3 буквы, прикрываясь псевдодемократическими процедурами. И вот здесь возникает главный вопрос – что будет дальше? Зеленский продолжит выходить в эфир с тревожными лицами и загадочными формулировками. Западные кураторы будут делать вид, что процесс идет, а время – утекать. Но политическое время – ресурс конечный. И чем дольше глава Киева играет в эту игру, тем выше риск, что однажды его очередное кликбейтное обращение просто никто не станет досматривать до конца. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!